Всем привет, это опять я. Я с друзьями выбрался на охоту. Ну и будем немножко рыбачить. Вот такая вдаль марь. Наш вот костерок. Вон одна палатка. Вторая, ну, это больше палатка столовая. Сегодня второй день охоты. Первый день был транспортный, мы только ехали, забрасывались. Охота была сегодня удачная. Время уже к вечеру. Рыбалка тоже была удачная. Вот наша столовая палаточка. Там уже Николай. Так, вот сейчас через кулю. Вот у нас кунжичка свежая, морская. Даже на ней клопы еще не отвалились. Ну, сахалинцы поймут. Готовится под копчение. Уже уху с гольца съели. Поэтому сейчас домашняя леча. А вот наш вечерний скромный ужин. Мы уже съели гольца. Он маленький, приготовился раньше. Поели шурпы из черков с чечевицей. Теперь собираемся всерьез решить вопрос вот с этой кунжой. Ну, еще здесь я хотел бы уточнить. Я вот сказал, что с нее только недавно отвалились клопы. Клопы, так мы называем неких морских насекомых, которые прилепляются к коже рыбы и питаются ее слизью, иногда чешуей, в море. А когда рыба заходит в пресную воду, эти клопы не выдерживают пресной воды и умирают. Поэтому если на шкуре рыбы держатся клопы, это значит, что она вот с моря буквально совсем недавно. Они умирают, по-моему, в течение 5 дней. Да уж. Все выглядит просто роскошно на первый взгляд. Да, она идеально пропеклась. Просто прекрасно пропеклась. Ну, сыры. За морскую кунжу. Она того заслуживает. О, да. Вот место прямо недалеко от лагеря. Вчера тут довольно неплохо клевало. Но был такой лютый ветрище, что ни о каких съемках даже речи не шло. Ну что же. Вот в какой-то веке попался кто-то достойного размера. Кунжина, наверное, хорошая. Так. Да, точно. Кунжичка. Ух. Ух. Бойкая. Вчерашняя кунжа, вот которая свежая, морская, копченая, так зашла, что у меня теперь продуктовый заказ на нее. Сейчас посмотрим, в каких кондициях эта кунжа. О, не, это не рестовая тощая. Ну, кажись, все. Кажись, подустала, подутухла. Так. Оба-на. Так, ну да, ослабленная нерестом тощая рыба. Такую обязательно отпускать. В ней нет кулинарной ценности вообще никакой. Вот очень жаль, что в этот момент камера была выключена. Это, пожалуй, поклевка дня. Ну и, как всегда, все самое интересное случилось, когда села батарейка. Вот такой гольчик клюнул. Это отнерестившийся самец. И, судя по отгрызенному хвосту, на нересте у него были проблемы. Прекрасный экземпляр. Я видел, что вот тут есть рыба, она гуляла за приманкой, но почти ничего не ела. И тогда решение пришло неожиданно. Это крэнк. Это крэнк с митками он Magnum Dredge. Но как бы на крэнке обычно мы ловим мало. Не особенно наша приманка. О! Видели, как рыба прошпарила? Вот она тут есть, но очень плохо клюет. И вот крэнк принес поклевку. Сейчас попробуем повторить. А вот и голечек найден. Очень хорошо. Это я удачно зашел. Так. Ружьишко сюда.
Рюкзачишка рядом. Галечка. Вот так вот. Отличная рыба. В прекрасных кондициях. По крайней мере, кондиции лучше, чем попадался мне утром. Утром он был такой отнерестившийся, истощенный. Вот он. И устоял перед магией розового червяка. Какой-то он немножко порченный. Тут какая-то у него спина. Спина какая-то потрепанная. Ну-ка. Видите, какой прыгучий. Вот для таких прыгучих специально палочку лучше, конечно, помягче. Ну-ка, покажись. Ну, да, он пострадал во время нереста. Знаете, я такого лучше отпущу. Тем более он схватился за краешек и не пострадал. Ну, конечно, не обходится и без курьезных случаев. Вот опять полумертвая китина решила съесть колебалку. На эту удочку, к сожалению, ее нахрапом не вытащить, поэтому сейчас приходится терпеть все, что она тут вытворяет. Хотя она полумертвая, я сейчас попытаюсь чуть-чуть нахрапом ее дать. Так. Это самец. Судя по пузу, икру он уже скинул, отметал. Фу ты, икру. Молоко он уже сбросил. Пищевой ценности в нем, скорее всего, уже вообще нет. Вот она. Вот она, рыбонька. Голец, зараза, вертлявый, поэтому, чтобы меньше шансов было его проворонить, как раз и есть эта достаточно мягкая палка. Видите, как вихляется. Очень вертлявая рыба. Поэтому стараюсь палку помягче всегда для него брать. Но даже это ему не мешает регулярно сбегать из-под контроля. Кстати, киту, которую я поймал, я ее вскрыл. Мясо оказалось вполне себе еще розовеньким. Поэтому я ее взял в улов. Так что у нас теперь еще и китинка есть. Клев очень плохой, но видно, что рыба есть. И иногда удается вот таких вот красавчиков соблазнять. Тихо, тихо, тихо. Вот говорю же, голец вертлявый, как капец. Вот это самец после нереста. Тощий. Но вот этот нерест, он, конечно, его истощает. О, я ему и кровь пустил. Нерест его истощает, но на вкус гольца конкретно не так уж сильно влияет, как, допустим, на вкус кунжи. Поэтому гольца я даже вот такого нерестового возьму. Сейчас его сполоснуть и в мешок. Ух ты! Ух ты! Размер! Огонь! Вот это рыба! Вот это рыба! Огонь! Размерчик! Просто экстерьер! Так, какой экстерьер у рыбы, а? Отлично, отлично! Кто-то ему повредил когда-то рот. Может, во время нереста что-то сам себе, а может, блесной когда-то ему прилетело. Отличный голец. Вот он. Ой, а размерчик-то поприятней. Чуть больше стандартного. Отлично, отлично. Такого бы не хотелось бы проворонить. Да, размерчик чуть больше стандартного.
Хороший гольчик. Хороший. Хотя не, показалось. Размерчик как раз стандартный. Просто до этого были меньше стандартного. Вот она, магия новой приманки. На все перестала клевать, на резину перестала клевать, на колебло. Поставил другого червячка розового. И вот он снова клюет. Причем это уже третья рыба подряд на этого червячка. Так что точка богатая. Тут много всего. Просто к этой рыбе нужно каждый раз заново искать подход. Сейчас посмотрим, поймаю ли четвертую рыбку на этого червячка. Или опять придется... О, поклевка. Или опять придется... Ух ты! Хорошая поклевка такая, прям сильная-сильная. Да, ну и рыбка такая на бодрячках. Свечки делает. Так, ну что же, пятый голец на эту резинку случится. Да, он случился. Он случился. Ух ты. Спас. Вот такой вот. Так, ну а шестой гольчик случится? Да, он случился. Случился и шестой. С рыбой тут полный порядок. Надо только каждый раз заново решать загадку, на что ее тут ловить. Категорически на одно и то же не клюет. На сегодня с рыбалкой покончено. Уже иду в лагерь. Ну и, разумеется, не мог пройти мимо вот такого великолепия. Это местная черника. Правда, тут ее все называют гонобобель. У нас на юге растет другая черника. Она не похожа на эту. Ягодки круглые, а у этой, видите, ягодки длинные. Ну, не знаю, кто как считает. Мне кажется, гонобобель, когда вот он хватанул первого мороза, как сейчас, он максимально вкусный, максимально сладкий. Очень вкусная ягода. Как мед. Конкретные тут заросли этого гонобобеля. Это я удачно попал. Помимо гонобобеля, но в соседстве с ним растет крупноплодная рябина. Это не та рябина, что вы привыкли видеть в городе в качестве озеленения. Не та мелкая и горькая ерунда, а это довольно кислая, там с некоторым все-таки процентом сладости, хорошая вкусная ягода. Из-за заморозков уже стало слаще.
но сока много утратила уже. Уже не сочная. А в лагере уже вовсю домашние хлопоты. Тащипывается гусь. Вон там вот за елочкой прямо рядом Коля собирает клюкву. Напилены дрова. Пора уже готовить ужин. Вот в этой левой 3 это вчерашние утки. Вот одна сегодняшняя ребят. Вот 2 мои утренние, Кряква и Шилка. Ну и я накосил ведро гольца. Так что покушать сегодня есть. Рыбонька коптится. Какая прелесть, а. Вот и дошло дело до плова из гуся. Или гуся. Хорошая штука плов, хорошая штука гусь. Все хорошо. Тут на досуге выяснилось, что зря я киту на речке ругал. Конечно, не совсем какая там красная, но вкусная. Сочненькая. Жирненькая. Желудочек нужен. Желудочек. Так, ну я себе возьму ножку, пока ты ищешь желудочек. А ножку я уже взял. А, вот как, да? А где желудок, народ? Дайте же. Я вот пытаюсь найти. Нет, а, вот кусок желудка. Ну, давай себе. Весь чеснок мне, пожалуйста. Ну, если вы не любите чеснок, то можно... Мы любим чеснок. Желудочек. Так, у меня есть желудочек. Вот уже 4-й день на дворе. Существенно похолодало. Снег даже с утра слабенький пробивался. А он, видно, идет один гигантский косяк лебедя. А за ним второй поменьше. Сейчас вот день. Они тянут высоко. Ну и даже немножко слышно, как они орут. А вот ночью они всю ночь черти тянули прямо над палатками. Вот просто представьте, что вы пытаетесь поспать, а у вас вот этот автомобильный клаксон просто над головой. Будили раз 5 меня. А так, день начался хорошо. Мы уже с Колей по одной уточке даже хлопнули. Когда в лагере все сделано, чисто и прибрано, самое время пособирать клюковки. Да, Николай? Клюквочки мало, клюквочка мелкая, но она есть, уже хорошо. Вот уже очередной день на дворе, раннее утро, только вот солнце вылезать начало. Я с утра шмякнул уточку, вот пока греб, подбирал ее, чистил лодку от иния. Вот. Самый настоящий иней. Ночью было где-то около -4. Ну, у нас снаряга подготовлена, мы нормально. А вот здесь берег, и по берегу видно, как менялся уровень. Еще вчера вечером уровень воды в реке был там, где веточки, листики лежат. А видите, ну, больше метра потеряла глубина за ночь. А дело в том, что днем был прилив и накат, замывало устье, а ночью отлив и устье само собой размылось. Ну и разумеется, сразу после того, как утрянка закончилась, я пошел делать утрянку на речке. Вот такая вот кунжечка тут клюнула. Веса в ней 1,5 килограмма. Сейчас надо решить, брать ее и не брать, а то самое начало дня и таскать с собой ее в рюкзаке напряжно. Ну и тем более она не очень жирная. Вот традиционное вечернее занятие. Щипим утку, вот тут же опаливаем. Перья пытаемся кидать в костер. Правда, ветер пораздувает все. А рыбу сегодня толком не поймал. Так, несколько хвостов, даже показать особенно нечего. Зато вот это гольчики, которые были пойманы до этого. Подсолены, завялены, развешаны. Вот они на просвет аж розовые. Вообще прекрасно просто. Жирненькие. А вот этим не хватило веревочки.
Утро 6-го дня. Вода в реке поднялась прям вот под краешек. Не знаю, помните, нет, до этого было метра на полтора воды меньше. Рыбу искать тяжело, но вот деконтактик справляется. Сейчас вот покажу. Вот, кунжичку спрятал. Хорошая, серебряная. Тяжело рыбу искать. Трудно она отзывается на приманке. Но я не унываю. А вот волнуется море. И это не шторм. Это вот просто такой накат у берега. Даже особенного ветра нет. О как! Силище. Конкретное силище. Перед заходом солнца немножко порыбачил вот на этом красивом озерце. Это озерцо сопрягается с рекой через маленькую протоку. И, соответственно, все колебания уровня реки и озера, они синхронизированы. Вот мой улов. Гольцы, 2 кунжи, 2 маленькие кунжи, маленький голечек. А вот смотрите на лодку, как упал уровень воды. Я когда лодку швартовал, вода была вот тут. То есть она вот так вот ушла. Офигеть перепады. Ладно, теперь в лагерь с рыбой котлеты делать. Вот только солнце встало, я уже на рыбалке. Вот место, где я вчера рыбачил. Приезжал сюда на вечерку, поймал вроде неплохо. Время сделать первый заброс. О, поклевка. И уточка мимо пролетела и покрякала. У нас... Ух ты! Ёлки-палки, 2 поклевки за проводку. И обесход, ну, зная уже это место, вот такие вот дурные поклевки со сходами, это тут чаще всего красноперка. У нее рта недостаточно, чтобы нормально схватить крючок. Поэтому она вот атакует достаточно яростно, но не всегда в состоянии засечься как следует. Ну-ка. Ну и, как показала вчерашняя практика, помимо красноперки в это озерцо зашли гольцы, как уже отметавшиеся, так и свежие с моря. Зашла кунжа после нерестовая и зашла мелкая кунжа, что обычно редко бывает, чтобы мелкая кунжа тусила с крупной. И таймешки были. О, опять поклевка. И были таймешки некрупные. Ну, помимо красноперки. Красноперки было полным-полно. Так, опять за проводку. Поклевки. Но без реализации. Я вас уверяю, когда кунжа на 2 килограмма хватает колебалку, она это делает существенно уверенней. Поэтому я смело... Ой, опять сход, поклевка. Я смело все вот такие сходы поклевки записываю на... Опять сход, поклевка. Записываю на красноперку. Опять поклевочки маленькие, поклевочки, поклевочки, поклевочки. Прям вот как будто колебалка скачет по камням. Ну же, давай.
Так и не доела, зараза. Что характерно, близко к берегу довольно глубоко, но до берега никогда не провожает и у берега не клюет. Клюет примерно на середине. Так, опять, о, все, ну, наконец-то кто-то, ух ты, как хорошо доел, хорошо сопротивляется. Хотя вот эта удочка, она деликатная, и она даже, ну, не особенно крупную рыбу позволяет вываживать с таким, с адреналином. То есть для этой тоненькой маленькой удочки даже не крупная рыба сопротивляется хорошо. Вот это, скажем так, приличного размера красноперка. Я вот здесь даже такое загонное болотце сделал, куда рыбе можно заплыть. Вот так вот. Красноперку отпускаем. Вот пузо себе отъела. Давай, плыви. Пытался я вчера в этом озере ловить на воблеры. Почему-то вообще без поклевок даже. Когда колебло, ну вы сами видите, тюкает постоянно. Там либо под поклевки, либо ударчики. Ну так или иначе какой-то интерес проявляется. К воблерам вчера интереса не было. Я воблеры очень люблю, мне очень нравится на них ловить, поэтому я, конечно, постараюсь здесь как-нибудь хоть какой-нибудь воблер разловить. Но сама ситуация несколько странная. Удивительно, скажем так, что колебло работает. Причем не просто работает, а отлично работает. А воблеру просто в ноль. Ну, как-то это прям очень странная ситуация. По поведению вроде как красноперка. Ну, хорошо упирается. Да уж. Хотя уже, не знаете, сомневаюсь. Как-то странно она бок показывает. Может, и не красноперка. А, нет, кунжа. Кунжа. Нормального уже такого размера. В районе килограмма. Ну, давай, кунжечка. Давай. Кунжу я сегодня не беру. Вчера было взято на котлеты достаточно. Ну, как бы, может бы и взял на копчение, но не в таком экстерьере. Это прям тощая, истощенная, несчастная кунжа. Давайте поможем ей найти дорогу домой. Да, очень мне нравится рыбалка на этом озерце. Тихо, спокойно, а рыбу полно. Ну, не сказать, что полно, но клюет что-то постоянно, тюкает. О. Да, клюет постоянно. И это приятно. Что-то не особенно крупное. Кунжичка, наверное, или галечик небольшой. Галечик. Небольшой галечик. Красивенький. С оранжевым пузом. Красота. Красотища.
Кто-то подсел. О, опять гольчик. Хороший гольчик. Одна красноперка, одна кунжа, 2 гольца уже поймано, тащу 3-го. Ну, что-то перекос случился в пользу кунжи с гольцом. Вчера был перекос в сторону красноперки. Ее было очень много. Наклевала прям. Ну, вот этот, конечно, просто красавчик. Немножко его от песочка обмою. Вот смотрите какой. Просто роскошнейший экземпляр. Поклевка. О, подсела рыбонька. О, даже с прыжками. Очень похоже по поведению на гольца. Красноперка вряд ли бы стала прыгать. Ну, может, не голец, может, кунжик небольшой. Нет, это гольчик. Это гольчик. Не крупный. Не крупный, но гольчик. Опа. По мне так отлично. Отлично. Вот где-то 6-й по счету голец. Пока самый крупный. Отличный размер. Правда, уже клюет все хуже и хуже. Даже красноперка перестала долбить. Пора, наверное, менять колебалку. О, поклевка. Поклевка. 2 подряд. Опа, поклевка. О, все, наконец-то доела. Доела. Кто-то не совсем крупный, но очень агрессивно добивался своего. Наконец-то добился. У меня прекратились вообще поклевки на колебалку, с которой я начал рыбалку. Это был Art Fishing Bite. Я поставил Lure-Max Hattori. И вот первый заброс. Вот такой вот симпатичный гольчик. Брюшко оранжевое. Красавчик. Ну и зря я его изначально назвал маленьким. Он вовсе не маленький. Хороший. Так, опа-на. Сидит какая-то рыбешка. Сидит. Хорошо дрыгается, приятно. Так. Ну давай покажись, мне уже любопытно. Кто ты? А, красноперка. Ну хоть она проснулась. Потому что уже последние поклевки даже на байт прекратились. И красноперки, и гольцов. Да тихо ты. Все, плыви. Я бы с радостью половил бы на маленькие колебалки. Но тут, к сожалению, большинство поклевок вдалеке, на выбросе. Я вчера пытался, маленькие колебалки туда просто не долетают. Вот там, где клюет, они туда просто не летят. Вот так. Вот сразу чувствуется, что не красноперка. Сразу такая мелкочастотные такие удары по кончику. А, ну да, ну так и есть. Это не красноперка. Это голец.
Ай ты, пошел. Хороший гольчик был. Не сказать, что гигантский. Но я думаю, радости бы принес. Вот что значит колебалку сменил. Снова клев пошел. Тут тебе и гольчики. Тут тебе и красноперка. Кунжа, правда, кончилась куда-то. Поклевка. Вы знаете, одно удовольствие по кончику наблюдать, что там происходит с колебалкой. Все какие-то подтычки, поклевки, подбои колебалки, задевы за траву и прочее. Поклевка. Касание. О, все, села. Села. Проводила колебалку почти до берега. Под самым берегом скушал. О, это голец. И, кстати, ребята, не мелкий. Хочет сбежать, зараза. Я очень надеюсь, что вот эта вот мягкая палка мне позволяет сливать не всех гольцов. Была бы жесткая, я думаю, многим гольцам бы просто рвал бы рот. Ух ты, какой! Какой кабаняка, а! Отличный голец. Отличный голец. Давай, покажись всем. Вот ты какой. Красавчик. Все, утряночка закончилась. Время уже к 12. Солнце высоко поднялось. Отличные гольцы. Есть и очень приятные размеры. Есть и средненький. Очень хорошая утрянка. Пора с этого озера. А озеро обмелело в конец. Вода ушла. Даже самые мелководные колебалки стали за дно цепляться. Ну и рыба перестала клевать. Пора на речку перебазироваться. Я бы, наверное, и дальше бы рыбачил. Только тут поднялся шквал. Прям налетело резко. Дождь со снегом. Поэтому я вот в зимней мембране. Сейчас будем топить печку. Потому что надо греться и сушиться. Дело идет к вечеру. Я завел уху. Вот здесь вот просто покидал от крупной рыбы хребты, хвосты, там всякие. А вот здесь отдельно подготовил тушками маленькую рыбку. Вот это вот 4 кусочка это кунжа. Вот это 2 кусочка это гибрид кунжи и мальмы. Они как раз маленькие, нежные. То есть все остальное для бульона, а их кушать. Вон там у нас немножко добавилось рыбы на завялку. Вот это филе кунжи с луковичкой. Сейчас они пойдут на котлеты. Вот эта рыба еще на разделку, еще не разделанная лежит. В палатке уже затопили печку. А вот здесь вот на печке делаю варенье из клюквы. Вот те большие куски это сахар, рафинат. Он еще не растаял. Варенье из клюквы к блинчикам. Вот получилась очень вкусная ушичка. А вот, ну, вы уже, наверное, привыкли. Это копченая рыба. В этот раз голец. Кстати, кто увидел надпись, не пугайтесь. Это всего лишь означает, что в этой закуске очень много хрена. Даша, привет. Большое спасибо, очень вкусно вышло. Голичек. Оранжевого мало, но выглядит все равно чрезвычайно аппетитно.
Так, ну-ка, у этого что там? А, у этого больше оранжевого. Так. Ну, в общем, вот эти две копченые рыбки разного цвета мяса. Не сказать, что радикально разного, но разного. И это внушает интерес. Вот, почти готов очередной блинчик. А тут уже за столом все бурлит. Вот еще блинчики лежат. Ну, не блинчики, там оладушки. Не знаю как. Кто-то говорит шанишки. Это варенье из клюквы я сварил, которое насобирал Коля. Варенье уже просто получилось как мед. И должен вас уверить, все за столом, кто варенье попробовал, остались просто в восторге. Лютое варенье. Антон Саныч там уже облизывает ложку, ест блинчик. Колю мы пытались уговорить, но Коля на копченой рыбе целиком. А я вот сейчас... У нас просто есть для блинчиков рогачевская сгущенка, лучшая в мире. Но клюквенное варенье сегодня перебило. Ну что же, дегустация. Все уже в палатке попробовали. Один я не попробовал. Это блинчик с клюквенным вареньем. Господи, вечно бы ел. Я когда разойдусь, меня трудно остановить. В этот раз я уже начал вот фарш для котлет. Жарю котлеты. Вот они уже в котелочке лежат пожаренные. А уже едоков-то почти нет. Все уже наелись ухой, блинчиками, копченой рыбой. Так что даже не знаем, что делать сейчас. На дворе новый день. Кажется, 8-й день. Ну, вот эта рыбка меня удивила. Это горбуша. Причем горбуша в серебре. Уже начинающая, правда, зеленеть. Но сейчас, ребят, 22 октября. Не поздновато для горбуши, вы не находите? Вот скушала такую вот красивую колебалочку. Офигеть. Вот такой итог утрянки вышел. Горбуша такая вишенка на торте. А так вот сверху голец, там еще внизу кунжа есть. Ну, то есть вот такое ведерко за утречко. И еще уточка мимо пролетала и села. Тоже пойдет в суп. Хотя мы сегодня уезжаем, уже этот суп будет дома. Ну и как вы поняли, я уже дома. Поездка завершилась успешно. И традиционно коротенечко о снастях. Катушка все дни была одна и та же. Это Black Side Zircon 1000 размера. Удочка была тоже все время одна и та же. Это Maximus Legendaria до 7 грамм. По приманкам. По приманкам вообще все было интересно. Воблеры работали только по большой воде. И то в основном по кунже. По кольцу очень слабо. И в основном вот такой вот типа 63-го деконтакта. Это единственный, который остался живой за всю поездку. Неплохо поработала резина. Как вы сами наверняка видели. Потому что это в видео попало. Вот такой вот червь. Это прям вот тот самый. Видите, весь порванный зубами. И вот такая маленькая вертихвостка. Тоже работала. Но червь был вне конкуренции. Также неплохо поработала вертушка вот эта. Это Riverhold Satellite Torpedo. По-моему, 5 грамм. Минус этой вертушки только в одном. На нее очень много красноперки ловилось. Вот прям вот красноперка просто вешалась. Никакую другую рыбу не подпускала. Допустим, там на одного гольца по 6-7 красноперок приходилось. Поэтому ее использовал, но не очень часто. И теперь по колебалкам. По колебалкам вообще была интересная история. Ни одна из этих 4 колебалок, а все они 4 очень хорошо поработали, не работала, скажем так, в другой день. То есть каждая из этих колебалок героиня своего дня. Допустим, один день, вода большая, прекрасно клюет на вот этот бакс 6,5 грамм. У него прикольная такая расцветка, она какая-то, знаете, какая-то вот как порошковая краска. Она не отваливается кусками, а она потихонечку откалывается, и он очень долго живет. Вода большая, великолепно клюет голец на вот этот бакс. Просто отлично. Следующий день вода падает, бакс не работает просто. Ну, дело в том, что бакс идет поглубже, чем все остальные блесны мои, такого же веса. Поэтому, возможно, вот большая вода и более глубокий горизонт
как раз рыбу провоцировал лучше. И там в следующий день после бакса я не помню уже, что ловила, ну что-то, наверное, типа байта. Вот байт 7-граммовый. В кадре в основном другой, полосатенький такой. Но это без разницы, они оба 7-граммовые. Полосатенький просто помер, на дне теперь лежит, жалко. Байт великолепно работал, только из-за плохих поклевок. Вот у него, конечно, крючок маленький, но для этих плохих вялых поклевок крючок оказался очень большой. Поэтому на байт было много холостых просто ударов. И байт часто могла заменить вот эта блесна, но не полноценно. Потому что, все-таки, повторюсь, у каждой блесны был свой день. Вот у этой блесны, помимо того, что у нее был свой собственный день, это Lurmax Hattori 5-граммовая, она еще могла за байтом что-то добить. Родной одинарник я ей снял, он был очень большим, и поставил маленький-маленький одинарничек. И вот благодаря этому новшеству поклевок холостых на нее почти не было. Просто по минималкам. Рыбу собирала отлично и минимум сходов. И вот интересная такая колебалка. Это Recent Para 5-граммовая, насколько я помню. Она один день имела свой в центре дней. И самый последний день я на нее провел утрянку. Ну, вы видели, даже горбушу поймал. Колебалка, она мне долго не давалась. Она у меня появилась весной. Долго мне не поддавалась. И, наконец-то, разловил. Очень этим доволен. Поэтому очень надеюсь, что она и дальше пойдет так же. По снастям все.